Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Сегодня хочу вам показать очередной очень интересный оригинальный узорчик вот из такой, смотрите, блестящей пряжи. О пряже более детально расскажу в конце видео. Пряжа вот такая вот, ну, как бы не сильно тонкая, да, но видите, тоненькая какая. Но крючок у меня сегодня будет моя рабочая лошадка. Крючок этот номер 3. Смотрите. Вы, в свою очередь, берете свою пряжу и подбираете под нее крючок, чтобы у вас все получилось. Узорчики универсальные, поэтому берите любую пряжу. Схему к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Она цветная, все понятно, все видно, доступно. Кто умеет работать со схемками, можете уже работать самостоятельно. Кто еще пока не умеет, повторяйте за руками, и у вас обязательно все получится. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узора равняется 10 петелек плюс 1 петелька воздушная. Давайте я наберу 3 раппорта. Это получится 30 воздушных петелек плюс 1, 31. Ну, а вы набираете только сколько вам необходимо. Итак, в начале все как всегда. Делаем петельку фиксации. И при наборе петелек мы данную петельку не считаем. Теперь я набираю 31 воздушную петельку. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот мой будущий образец. Далее мы с новичками сделаем вспомогательный ряд. Он будет состоять из столбиков с накидом, чтобы в воздушных петельках поначалу не запутались. А в столбиках вы не запутаетесь, это точно. Итак, повторяйте. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Смотрите, отступаем от крючка пятую петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В пятую петельку аккуратненько нырнули. Вытянули ниточку, провязали по 2 петельки, столбик с накидом. Накид. Следующую по порядку петельку цепочки. Нырнули, вытянули рабочую ниточку, провязали по 2 петельки, столбик с накидом. И вот так вот вы шагаете до конца ряда. В каждую петельку цепочки провязываете столбик с накидом и сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков должно быть ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. Понятно, да? У меня 31 воздушная петелька, значит получится 31 столбик. Угу, несложно. Вот эти 3 петельки подъема, которые мы провязали, считается как имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже провязала. Давайте теперь самостоятельно до конца ряда. Несложно, у вас получится. А в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот наши столбики готовы. Все ровненько, аккуратненько. Приступаем непосредственно к узорчику. Повторяйте. Воздушная петелька, поворот. Сюда же в верхушку этого же столбика нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки вместе, столбик без накида. Дальше 1 воздушная петелька, накид. Теперь смотрите, пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4 в 5. Нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки провязали, стоп, держим на крючке, не провязываем. Накид. Сюда же в этот столбик нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. И вот теперь все 3 петельки провязываем вместе. Есть. Получилось 2 столбика с накидом с общей верхушкой. 2 воздушные петельки. 1, 2. Накид. Сюда же верхушку предыдущего столбика провязываем точно так же 2 столбика с накидом не до конца, так, с общей верхушкой. Есть. 2 воздушные петельки. Точно так же делаем 3-й раз. Сюда же первый столбик не до конца, второй столбик не до конца. И теперь все 3 петельки вместе. 2 воздушные петельки. Сюда же 4-й раз. Точно так же 2 столбика с общей верхушкой. 2 воздушные петельки. И сюда же 5-й раз. 2 столбика с накидом с общей верхушкой. Для кого быстро, нажимайте на паузу, провязывайте своей скоростью. Или можете поставить видео у себя в настройках с той скоростью, которая вам будет удобна. Вот такой веерочек у нас получается. Дальше идем. 1 воздушная петелька. Пропускаем опять 4 столбика. 1, 2, 3, 4 в 5. Нырнули. Вытянули ниточку. 2 петельки вместе. Столбик без накида. Все, дальше повторение. Опять 1 воздушная петелька. Накид.
Пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4 в 5. Нырнули и начинаем провязывать наши столбики с накидом с общей верхушкой 5 раз. Формируем веерочек. 2 воздушные петельки. Сюда же опять точно так же. 2 столбика с накидом с общей верхушкой. Есть. 2 воздушные петельки. Сюда же 3 раз. 2 столбика с накидом с общей верхушкой. 2 воздушные петельки. Сюда же 4 раз. 2 столбика с накидом с общей верхушкой. 2 воздушные петельки и сюда же 5 раз. Раз, 2 и все петельки вместе. Видите, еще один веерочек сформировался. Также делаем воздушную петельку, пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4 и в 5 провязываем столбик без накида. Все. И вот так вот вы чередуете веерочки-столбики до конца ряда. Не сложно? Не сложно. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот провязали практически до конца ряда. Как мы заканчиваем ряд? Вот наш веерочек, да, из столбиков с общей верхушкой. Далее воздушная петелька. Пропускаем опять 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И здесь у нас остаются 3 петельки подъема предыдущего ряда. Вот в 3-ю петельку подъема нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки вместе, столбик без накида. Все. Ряд наш закончен. Идем далее. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. 2 воздушные петельки по узорчику. 1, 2. Итого у нас здесь с вами получается 5 воздушных петелек. Теперь переключаемся на арочки. Между столбиками вот эти 2 воздушные петельки, да, наши арочки. Будем работать с ними. Итак, в первую арочку нырнули, провязали столбик без накида. Есть. 2 воздушные петельки. Во вторую арочку нырнули, вытянули ниточку, столбик без накида. 2 воздушные петельки. В 3-ю арочку нырнули, вытянули рабочую ниточку, столбик без накида. 2 воздушные петельки и 4-ю арочку точно так же нырнули, вытянули ниточку, столбик без накида. У нас с вами сформировались вот такие вот 3 маленькие арочки. Угу. Идем дальше. Теперь будем делать большую арку, перепрыгиваем к следующему веерочку. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Перепрыгнули. Вот опять наши арочки. 1, 2, 3, 4. В первую сразу же столбик без накида. Поняли, да, что получается? 2 воздушные петельки. 1, 2. Во вторую столбик без накида. 2 воздушные петельки. В 3-ю арочку столбик без накида. 2 воздушные петельки. В 4-ю столбик без накида. Поняли? Несложно. Опять большая арочка. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Опять переключаемся к следующему, получается, веерочку. Опять идем по нашим арочкам. Поняли, да? Давайте самостоятельно арочки провяжите, и я вас встречу. Договорились? Несложно, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот такая вот несложная красота получается. И как мы заканчиваем наш ряд. Вот мы сделали маленькие 3 арочки. Дальше опять 2 воздушные петельки. Накид. И помните, у нас здесь был столбик без накида в предыдущем ряду. Мы ныряем в этот столбик и провязываем столбик с накидом. Все. Наш ряд закончен. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. 2 воздушные петельки по узорчику. 1, 2. Итого опять 5 воздушных петелек. Накид. Ныряем, вот, смотрите, в верхушку вот нашего столбика последнего. Захватываем рабочую ниточку, 2 петельки стоп, накид. Сюда же нырнули, провязали 2 петельки стоп. И теперь все 3 петельки вместе. Есть. 2 воздушные петельки. 1, 2. И точно так же провязываем в этот же столбик 2 столбика с накидом с общей верхушкой. Мы с вами так уже провязывали. Есть. И у нас это получается как бы половинка вот нашего этого веерочка большого. Далее 1 воздушная петелька. Теперь смотрите, вот наши 3 маленькие арочки. Нам нужна центральная. Видите, центральная. В нее нырнули, провязали столбик без накида. Есть.
1 воздушная петелька. И вот теперь будем работать вот с этой большой арочкой. Мы ныряем прямо в арочку и начинаем провязывать наш веерочек. Столбик с накидом 1, 2, общая верхушка. 2 воздушные петельки. Точно так же сюда же 2 столбика с накидом. 1, 2, общая верхушка. 2 воздушные петельки. Точно так же 3 раз 2 столбика с накидом с общей верхушкой. Есть. 2 воздушные петельки. 4 раз сюда же. 1, 2, общая верхушка, 2 воздушные петельки и сюда же 5 раз. 1, 2, провязали. Формируется вот такой вот веерочек. Он немножечко как бы пошире, да? Здесь он был более компактный у нас. А теперь он вот такой вот. Окошко большое, поэтому так вот получается веерочек. Дальше 1 воздушная петелька. И переключаемся опять. Вот наши 3 арочки маленькие. Нам нужна центральная. Столбик без накида. То есть мы, получается, повторяем с вами самый первый ряд нашего узорчика. Просто наш веерочек будет выглядеть вот таким образом. И все. Ну, как бы мы его сместили в шахматном порядке. Все. И дальше также провязывайте вот в эту арочку веерочек. И в конце ряда я вас встречу. Не сложно? Не сложно. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца ряда. Заканчиваем ряд так же, как и начинали. Помните, мы здесь были 3 петельки подъема и вот такие вот 2 набора столбиков с общей верхушкой. Итак, вот они, 2 столбика с общей, 2 набора, да, столбиков с общей верхушкой. 2 воздушные петельки я сделала и заканчиваю ряд. Смотрите, как накид. У нас здесь были, помните, 3 петельки подъема. Так вот, в 3-ю петельку аккуратненько ныряем и провязываем столбик с накидом. Все. Наш ряд закончен. Видите? Половинка веерочка. Дальше. Воздушная петелька. Поворот. Давайте мы провяжем вот сюда верхушку нашего столбика. Столбик без накида. Так, чтобы было все четко и понятно. Далее, смотрите. Провязываем в следующую арочку. Вот у нас получается как бы здесь 2 арочки. Мы в следующую арочку провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. И в следующую арочку столбик без накида. Поняли, да? Дальше 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Мы перепрыгиваем вот в наши арочки, следующие между столбиками. И смотрите, вот первая арочка, столбик без накида. 2 воздушные петельки. Вторая арочка, столбик без накида. 2 воздушные петельки, 3-я арочка, столбик без накида, 2 воздушные петельки и 4-я арочка, столбик без накида. Поняли, да? То есть мы повторяем второй ряд нашего узора, только он также смещен в шахматном порядке. И все. И опять делайте большую арочку и 3 маленькие, да? Большую арочку и в конце ряда я вас встречу. Не сложно, не сложно. Давайте, вы уже так вязали, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наш ряд практически до конца. Заканчиваем ряд так же, как и начинали. Получается, вот наша большая арочка. Присоединяемся к первой маленькой арочке столбиком без накида. Дальше 2 воздушные петельки. Дальше в следующую арочку столбик без накида. И провязываем столбик без накида в 3-ю петельку подъема. Угу. Все. На этом наш ряд закончен. Дальше воздушная петелька. Поворот. Сюда же в верхушку этого же столбика провяжем столбик без накида. Теперь воздушная петелька и переключаемся вот на нашу большую, получается, арочку и начинаем в нее провязывать точно так же. Большой веерочек, состоящий из 5 наборов по 2 столбика с накидом с общей верхушкой. 2 воздушные петельки и сюда же опять 2 столбика с накидом с общей верхушкой. 2 воздушные петельки. И сюда же 2 столбика с накидом с общей верхушкой. 3-й раз, да? Теперь 4-й раз. Точно так же. Мы это с вами уже провязывали, поэтому я вяжу быстро. 2 воздушные петельки и сюда же 5-й раз. 1, 2, общая верхушка. Опять формируется вот такой вот большой веерочек. 1 воздушная петелька и из 3 маленьких арочек
мы выбираем центральную арочку и провязываем столбик без накида. То есть получается, вы точь-в-точь провязываете как самый первый ряд, но просто в такую вот большую арочку. То есть сам по себе узорчик представляет собой два ряда. Вначале веерочек, над ним арочки. Потом смещаемся в шахматном порядке. Веерочек, над ним арочки. И возвращаемся опять к первому ряду. Веерочек, над ним арочки. То есть вертикальный раппорт узорчика 4 ряда. Но мы знаем, что мы повторяем подряд 2 ряда, просто смещаем в шахматном порядке. Несложно? Я думаю, несложно. Давайте дальше вы уже справитесь самостоятельно. Схемка перед вами. У вас получится. Встречаемся через несколько рядочков. Договорились? Давайте. Итак, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу получается. Совсем несложный и оригинальный узор. Смотрите, он двусторонний. Выбираете любую сторону, которая вам нравится больше. Но мне кажется, это более симпатично. Она будет у меня лицевой стороной. Опять же, не забывайте, что узор можно поворачивать, так? И все веерочки у вас могут смотреть вниз. Тоже оригинально и несложно. Краешек может быть у вас вот таким волнистым, вы можете его оставить. Вот, за счет, смотрите, того, что ниточка блестящая, если видно, она блестит не беленьким таким, да, не серебряной нитью, а немножко зелена. От этого узор еще как-то более выигрышно играет. Ну, надеюсь, камера передаст этот блеск. Какая у меня сегодня пряжа? Смотрите, новички, кто еще не работал с данной пряжей. Вот. Называется она Alize Angora Gold Simli. Смотрите, моточки здесь по 100 грамм. В 100 граммах 500 метров. Это по составу 75% акрил, 20% шерсть и 5% как раз та самая металлическая ниточка. Советуют производители брать крючок от 2 до 4. У меня 3 под мою плотность вязания. И цвет, смотрите, 404. Он вот такой нежно-нежно-персиковый. Ну или как правильно назвать, пишите в комментариях. Вот такая красота. Не забывайте, что вы можете брать любую пряжу, какая у вас есть. Все узоры универсальны. Один и тот же узор из разной пряжи выглядит по-разному. Возможно, из вашей пряжи будет более выигрышно. Из моей пряжи это преимущественно что? Шарфы, палантины, да? Из летней пряжи это, возможно, какие-то интересные парео. Возможно, это будут туники пляжные и так далее. Ну, потому что за счет таких вот больших дырочек, да. То есть не ограничивайте свою фантазию, добавляйте данный узорчик, комбинируйте с чем-то, будет интересно. Если вы уже что-либо вязали данным узором, пишите нам, из какой пряжи, что у вас получилось. Будем читать и вдохновляться. Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Напоминаю, это моя плотность вязания, это мой крючок, это моя пряжа. У вас могут быть абсолютно другие цифры. Так, итак, получается 31 воздушная петелька, это 16, ну, и 2, 16,3 сантиметра. И здесь получается у нас на каждый, так скажем, веерочек, да, 2 ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И с новичками мы провязывали 14. Давайте за самую верхнюю точку. Это у нас получается, ну вот смотрите, 14 сантиметров. Поняли? То есть узор растет быстро, несложный. Да, просто нужно запомнить, как переключаться в рядах и все. А так ничего сложного. Я думаю, что вы обязательно справитесь. Схемка, тем более, перед вами очень хорошего качества. Так что вяжите с удовольствием. Ну что ж, надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно пишите комментарии. Комментарии помогают продвижению моего канала. Заранее спасибо большое. Подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. Вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте в свои плейлисты. И смотрите с удовольствием. Не забывайте нажимать на кнопочку спонсорства. Заранее спасибо большое. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.